В этом видео мы сделаем барную стойку из битого стекла, дерева и эпоксидки. Устроим небольшой дестрой, а также посмотрим, как это выглядит непосредственно в баре. Приятного просмотра. Эта история началась с того, что мои хорошие знакомые решили открыть бар. Обратились ко мне за советом, так как хотели сделать интересную и необычную барную стойку. Я же пообещал им помочь и сделать ее. Для основы я взял вот этот дубовый слэб, разметил его по центру, закрепил правило и начал пилить его вдоль, упираясь пилой в правило. Вот такой вот альтернативный вариант пилы с протяжкой. Вообще эта пила в основном служила как строительный инструмент. В итоге отрезной диск все меньше режет и все больше прожигает древесину. В общем, такое себе удовольствие. Все в дыму, и в итоге чувствуешь себя как заяц из «Ну погоди». Все плывет в сплошном тумане. В общем, с горем пополам закончил и пошел заказывать новую пилу. В итоге мы имеем две вот такие заготовки, которые я пропускаю через рейсмус. На выходе я получил практически идеальную поверхность. Но надо понимать, что небольшой винт, который образовался после сушки, рейсмус не уберет на такой длине. Да это и не входит в его обязанности. Так что займемся этим немного позже. А теперь занимаемся торцовкой. Подгоняю заготовки в нужный размер. Отрезаю, заодно и равняю торцы. Да, именно так должен выглядеть спил здоровой пилы. А с одного края я решил сделать свой небольшой логотип, который в итоге будет подсвечен. Учитывая, что эта барная стойка мой подарок, думаю, что это будет приемлемо. Затем при помощи вот таких абразивных щеток я очищаю края от следов коры. Эти щетки предназначены под полировальную машину. В отличие от болгарки, у нее в несколько раз ниже обороты, которые можно регулировать. После того, как края обработаны, я покрываю их темной морилкой, так как эти места будут залиты смолой. А после того, как я их залью, подкрасить их уже не получится. Поэтому делаю это сейчас. А затем покрываю морилку матовым лаком, для того, чтобы морилка не покрасила смолу, что, скорее всего, произошло бы. Обязательно учитывайте этот факт. Теперь переходим к опалубке. С обратной стороны слэбов я изолирую все возможные места, из которых может убежать смола. Это очень важно, так как тут не прокатит сделать работу на 99%. Смола с легкостью убежит даже через 1% плохо изолированной трещины. Поэтому я использую герметик и двухкомпонентную автомобильную шпатлевку, уделяя этому процессу особое внимание. Центральную часть я обильно промазываю силиконовым герметиком и кладу на него ПВХ-панель, которую использую для отделки откосов. Лично я в первый раз использую такой вариант, ввиду того, что столешница длиной 3 метра – это единственный вариант, который мне подошел. Стоит недорого и довольно жесткий материал. Сверху я кладу 18-мм ламинированную фанеру, засверливаюсь и притягиваю слэбы к фанере саморезами. В итоге имеем вот такой бутерброд, торцы которого я закрываю доской, заранее проклеенной скотчем. А теперь переходим к самому интересному. Дело в том, что в центре барной стойки должно лежать битое бутылочное стекло. Его мы и добываем. А если вам понравились предыдущие кадры, приглашаю вас в свой инстаграм, так как именно там я публикую подобные нарезки, да и множество других своих проектов, которые никогда не появятся на ютубе. В общем, всех буду рад видеть и обещаю регулярный интересный контент. По задумке барная стойка будет подсвечиваться снизу, свет будет преломляться в разноцветных осколках, и выглядеть все это должно очень интересно. Также делаю небольшой бортик вокруг логотипа, для того, чтобы смола не растеклась по всей столешнице. Вспоминая, как пару дней у меня ушло на то, чтобы убрать 5 кг смолы с пола, решил усилить торцевые вставки еще и шпатлевкой, на всякий случай. И уже теперь заливаю тестовые 5 кг смолы, для того, чтобы проверить, на 100% ли герметична опалубка. Советую делать именно так, чтобы потом не пришлось сражаться со всем объемом убегающей смолы, а в моем случае это было бы 20 кг. В общем, скажу вам, ссылаюсь
ссылаясь на опыт. Намного проще убирать с пола 5 кг, нежели 20. У меня было и то, и другое. Спустя несколько часов течи не обнаружено, поэтому смело разводим еще 15 кг состава, который отлично себя зарекомендовал. Как вы видите, стекло, которое погружено в смолу, становится немного размытым. Я, конечно, знал, что стекло пропадает в смоле, но, если честно, не думал, что это происходит и с цветным стеклом. А происходит это потому, что острые края очень тонкие и практически прозрачные, поэтому их контур пропадает в прозрачной смоле. Вот такой интересный оптический фокус. И именно сейчас я решил, что заливка становится немного скучноватой, поэтому решил добавить вот такие маленькие бутылочки. Большинство из них испарились, пока стояли в баре, поэтому я подкрашиваю смолу и делаю имитацию благородных напитков. А также беру пару бутылочек, которые еще не успели испариться, и раскладываю хаотично вдоль столешницы. В итоге у нас получится самый настоящий неприкасаемый запас. Спустя 4 дня всеми возможными способами я пытаюсь убрать опалубку. Конечно же, по-хорошему надо было предварительно обработать эту ПВХ-панель воском, но я решил, что она глянцевая и должна отойти хорошо. Так вот, не должна. А теперь при помощи вот такой фрезы я вывожу уже цельную столешницу. А так как подключить пылесос не получается, мастерская снова в дыму. Но на данный момент это единственный вариант выровнять такую заготовку по всей площади. Поэтому терпим и продолжаем. А вот тут наглядно понятен принцип действия этой несложной приспособы. Когда общая площадь выровнена, переходим к шлифовке, тем самым убирая следы от фрезы и подготавливая столешницу к дальнейшей обработке. И так несколько часов, постепенно переходя от 80-й к 400-й наждачке. После того, как все идеально вышлифовано 400-кой, убираю острые края фрезером. Ну и раз уж я взялся за фрезер, с обратной стороны столешницы делаю выборку, в том месте, где располагается мой логотип, для того, чтобы добраться до уровня заливки смолы и в итоге подсветить его. Деревянная часть столешницы будет обработана маслом. Это очень удобно, так как всегда можно будет обновить ее прямо в баре. Но это не очень просто в изготовлении. В итоге другого варианта я не придумал. И я проклеиваю дерево в месте соединения его со смолой. Тут, конечно, в идеале нужен контурный скотч. Но так как линии плавные, я справляюсь простым. А вы имейте в виду, что существует скотч специально для таких работ. Называется контурный. А затем покрываю смолу глянцевым лаком для столешниц. Просто отполировать смолу это не вариант, так как она очень быстро зацарапается, учитывая, что ей будут активно пользоваться каждый день. В этом плане лак более устойчивый к царапинам. После того, как лак высох, я выбираю цвет, отталкиваясь от интерьера бара, и покрываю столешницу универсальным твердым маслом. После обработки поверхность на ощупь становится мега приятной. Думаю, посетители оценят. Но перед тем, как упаковать и отвезти столешницу, надо бы ее протестировать. Ну вот, захожу я такой в заведение и говорю: бармен, мне бокал газировки и овощи-гриль. Вот твоя газировка, а овощи приготовишь сам. С грилем Redmond Steak Master справишься даже ты. Да, действительно удобная штука. Я просто кладу овощи на антипригарную панель. Даже смазывать не буду. А зачем? Ничего и так не прилипнет. Прижимаю крышкой и включаю одну из 7 автоматических программ. Также гриль Redmond просто незаменимая вещь для любителей стейков, так как можно выбрать любую степень прожарки. А жарит он по-настоящему. Греется до 240 градусов буквально за секунду. А используя противень или форму из фольги, гриль превращается в настоящую духовку. Или можно готовить на жаровне. Достаточно раскрыть гриль как книгу, и места для жарки будет в 2 раза больше. Для неискушенных кулинаров имеется книга рецептов в приложении «Готовим с Redmond». Просто следуй рецепту, и гриль все сделает сам. Вкусно, и не только вкусно, но и выгодно. Куча сэкономленного на готовке времени, плюс скидка 10% на всю корзину по промокоду Лихой по ссылке в описании. А у тебя неплохо получилось. Угости моих друзей.
И вот, наконец, барная стойка на своем законном месте. И в этом месте вас всегда рады видеть. Город Гродно, улица Колючинская, 21. Бар Крафт. Действительно очень атмосферное и приятное место. Пишите свое мнение, а если считаете, что ролик заслужил, только тогда ставьте лайк. Для меня это действительно очень важный индикатор. Спасибо.